Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Дирс. У нас сегодня особенный выпуск, потому что именно сегодня от лица всех почитателей творчества Димаша мы хотим поздравить с днем рождения его преподавателя по академическому вокалу Марата Алжибаевича Айтимова. У каждого успешного артиста были свои учителя, но мало кто о них рассказывает. Благодаря Димашу, который не устает благодарить своих учителей, имя заслуженного деятеля казахской культуры и великолепного вокалиста Марата Айтимова теперь знает весь мир. Хороший учитель – это очень важно, и мы часто слышим со сцены или в интервью от Димаша, какую большую роль в его жизни сыграл Марат Алжибаевич. Большое спасибо. Перед тем, как спеть следующую песню, я хочу сказать, что этому человеку я очень многим обязан. Мой учитель, заслуженный деятель культуры Казахстана, Марат Алжибаевич! Марат Алжибаевич вырос в маленьком ауле, в семье, где, как и во многих казахских семьях, все поют. И, возможно, именно этот музыкальный ген, который передается из поколения в поколение, позволил Марату Айтимову сначала поступить в музыкальное училище, а затем пройти прослушивание и поступить в музыкальную консерваторию в Алмате и успешно ее закончить. С родителями Димаша Марат Алжибаевич познакомился в Актабе, куда его направили на работу. Светлана, мама Димаша, была его первой ученицей. Он поставил ей колоратурное сопрано, он учил ее вокалу. Поэтому Димаша Марат Айтимов знал с детства, с того момента, как Димаш начал учиться музыке. Поступить в музыкальное училище в класс к Марату Алжибаевичу. Димаш попал ко мне, он вообще... Когда закончил 9 класс средней школы, Димаш именно у него развитие в пении было очень запланировано, эволюционно. Мы добивались все постепенно, и у него все шло правильно. Марат Алжибаевич не просто поставил Димашу вокал, он как истинный учитель наставлял его и в жизни, и до сих пор продолжает оставаться авторитетом для Димаша как на сцене, так и вне ее. Мне с педагогом повезло очень. И я неимоверно благодарен своему педагогу за то, что он воспитал нас не как певца, а прежде всего он старался воспитать нас духовное качество, человеческие качества. Он всегда нам говорил, что твоя миссия не стать самым хорошим певцом. Даже если ты станешь отличным вокалистом, прежде всего ты должен оставаться человеком и хорошим. Вот. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Это у меня не первый концерт, я через это каждый раз прохожу. И каждый раз, заметьте, я себя чувствую прям студентом музыкального колледжа или консерватории постоянно. Если учитывая то, что мой педагог по вокалу, который взрастил меня, будет сидеть в зале, это прям вдвойне большой удар. В интервью, которое Марат Алжибаевич дал медиа-центру Евразийского фан-клуба после концерта Арнау в Нур-Султане, наши редакторы поинтересовались у него, понравилось ли ему, как выступал Димаш, что он об этом думает. Марат Алжибаевич ответил, что он очень гордится тем, что Димаш такой талантливый, ответственный и в то же время человечный и скромный. Он был очень счастлив видеть, что концерт собрал такое большое количество поклонников его ученика. Он тоже очень переживал перед концертом, но Димаш в очередной раз продемонстрировал свой высокий профессионализм, свою выносливость и работоспособность. В надежде стать такими, как Димаш, к скромному учителю на западе Казахстана в маленьком городе сейчас стремятся попасть многие и многие ученики. Профессора музыкальных академий, вокальные тренеры и преподаватели со всего мира задают вопрос, что нужно сделать, чтобы вырастить певца такого уровня,
как достичь подобного Димашу профессионализма. Марат Алжибаевич дает мастер-классы, в том числе в рамках детского вокального конкурса «Бакатыбала», в состав жюри которого он входит уже не первый год. Обратили внимание на то, я же говорил вам, что вот мы очень много внимания обращаем, как дышит студент. А я требую у своих студентов нижнереберного диафрагмального дыхания. Марат Алжибаевич не только преподает академический вокал в музыкальном училище имени Ахмета Жубанова, но также выступает как солист Актюбинской областной филармонии. А недавно Марат Айтимов дал онлайн-концерт в прямом эфире, на который собрались слушатели из разных стран. Марат Алжибаевич очень талантливый учитель, взрастивший немалое количество профессиональных музыкантов. Среди них такой бриллиант, как Димаш. Но при этом он остается очень скромным человеком. Мы сами многому у него учимся. Наш дорогой, любимый и уважаемый Марат Алжибаевич, сегодня от лица всех Диерс, от лица всего Евразийского фан-клуба, всех слушателей Димаша, я хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать вам здоровья, пожелать вам счастья, пожелать вам вдохновения и новых свершений. Пожелать вам таких же прекрасных учеников, как Димаш, таланта вокруг вас, много музыки и счастья. Огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу заботу о музыке, о своих учениках. Оставайтесь таким же замечательным педагогом и человеком. Спасибо вам большое. Brucia la terra mia io, brucia Марат Айтимов! Спасибо.